кепочке. Да? А, телефон она украла. Смотрите, вон она. Телефон в зубах. Солнца здесь действительно много, но это не самая главная причина, почему здесь так жарко, именно на севере Индии. Ради? Ради. От Кесихи. Тики? Тики. А, ради. Хари Кришна. Хари Кришна. Мы с ней уже давно вместе. Кришна, видите, она даже облизывает мне руки, когда я мочу ее водой. Так долго откапывали здесь, археологи это все откапывали и превратили в помойку в итоге. Приехал в Кришна Баларам Мандир. О, видите? Вот такой бургер я купил здесь. В кафешке. You are living here? This is your house. Oh, very good. Вот, друзья, хорошая кафешка. Рекомендую. Приходите, маленькое, очень вкусное кафе. Еда прямо как домашняя. Вышел прогуляться около 6 вечера. Сегодня у нас рады, пацан. Сегодня у нас 49 температура. Опять налил на голову воды. Очень сильно охлаждает, потому что влажность 9% сегодня. Ну вот 49. Вчера я выходил, тоже было 47 вроде или 46. И какой-то особой разницы вот по ощущениям на улице я не чувствую. Честно вам скажу. Очень жарко. И одинаково, что 49, что 47. То есть какой-то вот прямо такой, что сегодня намного жарче. Хари Кришна. По-моему, так же жарко, как в печке, как и вчера. Как и вчера печка, так и сегодня печка. Камера сразу перегревается в такой погоде. Любая, причем камера. Я вот сейчас вышел с GoPro камерой со своей старой, которая у меня с 19-го года. Рады. Вот эта девочка, которая была в кепочке. Да? Ахай! По-моему. А может и не эта девочка, которая была в кепочке Royal Enfield в прошлом видео. Royal Enfield это марка мотоциклов индийских, очень популярные мотоциклы, которые были индусами скопированы с Harley Davidson. По крайней мере, так мне говорили те, кто разбирается в мотоциклах. Сам я, честно говоря, вообще в них не разбираюсь. В велосипедах только разбираюсь немного. Едет. Рады. Поехал дальше. Такой сарайчик аккумуляторный на колесах. Вон, вижу пустую улицу. Помните, мы с вами выходили в воскресенье? И вечером здесь был Вавилон. А вот сейчас я выхожу, тут пустая улица. Жарко. Такое, знаете, странное ощущение, очень жарко, как в печке, но вы не потеете. Нет такого, что, знаете, как говорят, вот, потеют так, что рубаха прилипает к телу, там, такое. Здесь нет, здесь вообще нет пота. Но на самом деле этот пот есть, тело потеет, но он мгновенно испаряется. Ну и, соответственно, охлаждает ваше тело. Вы просто этого не замечаете, он не успевает. Вы не успеваете почувствовать этот пот. О, good. Рады. Пришел в кафешку. Здесь кондишка. Посидеть. Хорошо. Попить водички. Многие думают, что аномальная жара на севере Индии связана с тем, что здесь очень много солнца. Солнца здесь действительно много, но это не самая главная причина, почему здесь так жарко, именно на севере Индии. На самом деле на юге Индии еще больше солнца, потому что это юг, но там не бывает таких экстремальных температур, как здесь, 49-50 градусов. Если вы откроете карту, то увидите, что мы здесь, в Мадхуре, во Вриндаване, находимся примерно на той же самой параллели, что и китайский город
Куньмин. Но если вы посмотрите погоду в Куньмине, то увидите, что там сейчас минимум 18 градусов, а максимум 24. У нас же сегодня минимум 33, а максимум 49. В какой-нибудь другой параллельной реальности у нас здесь могла бы быть такая же погода, как в китайском Куньмине, если бы не злой пустынный ветер, который называется Лу. Именно из-за ветра Лу, который дует в мае-июне, у нас здесь такая погода в эти самые 2 жарких месяца. Из-за опасного и потенциально смертельного воздействия ветра на растительность людей и животных его иногда называют злым ветром. Лу – это сильный, порывистый, жаркий и сухой летний ветер с запада, дующий над Индогангской равниной на севере Индии и Пакистана. Особенно сильно он проявляется в мае и июне. Из-за очень высоких температур этого ветра, до 50 градусов по Цельсию, его воздействие часто приводит к смертельным тепловым ударам. Поскольку Лу вызывает чрезвычайно низкую влажность и высокие температуры, он также оказывает сильное высушивающее воздействие на растительность, обширные засухи в мае и июне. Ветер Лу в основном берет свое начало в крупных пустынных регионах северо-запада Индийского субконтинента, то есть в Великой Индийской пустыне, пустыне Чалистан и пустынных районах Южного Пакистана. Ветер Лу заканчивается в конце лета с приходом индийского муссона. В некоторых районах Северной Индии и Пакистана перед началом муссонов случаются короткие, но сильные пыльные бури, как это было у нас здесь во Вриндаване, когда я был здесь во время локдауна летом. Прибытие муссонных облаков в любое место часто сопровождается ливнями, и внезапная трансформация ландшафта из коричневого в зеленый может показаться удивительным чудом в результате продолжающегося наводнения и резкого прекращения ветра Лу. Поэтому, если бы не этот горячий пустынный ветер, то у нас здесь, на севере, сейчас была бы нормальная температура в районе 20 градусов по Цельсию. А жаркая погода начиналась бы в июле-августе, но она не была бы такой экстремально жаркой. Намочил шляпу снова. Там вон вода есть питьевая от храма от этого. И я попил водички и намочил шляпу. Скамейка привязана цепью, чтобы никто не утащил вот эту скамеечку. О, слушайте, в такую жару как подыматься-то, а? Вроде когда ходишь просто, еще более-менее. Но какие-то физические упражнения, если физические нагрузки, это сразу жесть. Я представляю, как есть вот бедные люди, ну, в смысле, бедняки, индийские работяги, которым приходится работать в такую погоду, в жаркую, на улице. Это очень опасно. Я не завидую им. Вот этот ветер Лу, северо-западный, он как из печки. Плохо, что нельзя даже дрон запустить в такую погоду. Я просто боюсь, он сразу перегреется и упадет, как только взлетит. Техника, она не рассчитана на эксплуатацию в таких погодных условиях. Вот у меня сумка, и она горячая. Здесь какие-то металлические части.
замок, да, к нему прикасаешься вот так нечаянно, и он обжигает. Вот здесь хозяйственная часть храма. Он белка, смотрите, друзья. Это белочки, вот эти пальмовые белки, которые похожи на бурундучков. Вон, видите? Вон он пьет водичку. Красавец. Пей, 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 не бойся. Оп, оп, оп. Макака пришел. Большой макака пришел. И маленький макака. Рады. Hello, hello. Смотрите, как тут классно. Вот в этом месте во время фестиваля, вот прямо здесь, где я хожу, они поют здесь песни, друзья. И вот сюда, вот здесь у них на вот этом столике колонка стоит огромная. Огромная звуковая колонка, и она направлена прямиком вот так на мой дом. Вот мой дом, там мои окна как раз. И они могут здесь петь сутками, то есть 24 часа в сутки. Здесь сидит, вот здесь вот прямо они садятся под этим деревом красивым, музыканты, гармошка у них, барабаны, табла, микрофоны, и поют. И поют они очень громко в эту колонку, туда, в мои окна. Такое ощущение, что они сидят и поют прямо под моими окнами. Иногда это продолжается, например, неделю, каждый день, 24 часа в сутки. Сейчас, конечно, нет, не поют они, потому что жарко, и фестивалей нет. В этом преимущество нынешнего сезона. Вот редкие туристы приходят сюда. Хотя, я не знаю, я не чувствую сейчас особо жарко, потому что намочил шляпу. Как-то и нормально, очень хорошо, хорошо. Я чувствую, что я в Индии. Да. Сегодня прям такой депрессняк был с утра. Посмотрел на это 49 и думаю, ну все. Ну вот как бы вышел под вечер. Вроде и нормально. Вроде депрессия прошла. Вот смотрите, здесь реставрация идет. Реставрируют вот этот вот часть храма, вот эту. Вот. Здесь можно спуститься туда, на Налой базар. Вон макака. Макака сидит, красивый макака сидит. Даже здесь бутылки пустые, мусор. Смотрите, какая ступенька. Rade, आप कैसी हैं? Good, how are you? I am fine. Fine. You go to school? Yes. Good. You learn English in school, huh? Такой мальчик, как взрослый такой, говорит. Я удивился, когда он заговорил по-английски. Какой-то такой прямо. Может, это будущий Шри Аурабинда? Или еще кто-то? А я тут хожу мимо такой: а, привет, мальчик, как дела? В школе учишься? Он такой: да, я учусь в школе. Конечно. Да.
Ради, ради. राधे राधे आप कैसे हैं? ठीक है? ठीक ठीक है. एक तरफ भैया Рады, рады. आप कैसे हैं? आप कैसे हैं, значит? Как дела у тебя? बढ़िया लस्सी मिलो भैया Правильно, правильно, макака убегает меня. У меня палка есть. То они уже пытались украсть у меня шляпу с головы. Но там же есть резиночка у меня под шеей от шляпы. Поэтому они не смогли украсть мою шляпу. Вот Шива-лингам. Там Кришна и Радха, но Шива-лингам. О, ближе к закату начинают люди появляться на улице. Фу, я надеюсь, что я не помру за эту прогулку. Ой. Макакам кто-то дает еду. Вон, тетушка кидает ему огурец. Вот, видите? Рады, рады, good. О, what is this? बड़ा बड़ा सांबर बड़ा Ага. Good. Вон магазинчик. Прохожу мимо него. Это где я покупал инвертор. Вот он, друзья, магазин инверторов. Вот он. Он всегда открыт, кстати. Там вон кто-то сидит, у него клиент есть. Да, клиенты пришли. Тоже жара, видимо, развела ребят на инвертор. У многих они есть, почти у всех. Кого, ну, как бы не совсем бедные, если, то есть инвертор, без него выживать трудно. Вот я сейчас ушел из дома, я оставил Рокси там вентилятор и охладитель воздуха, чтобы он работал. Рады, рады! Вот такой бургер я купил здесь. Кафешки. Very nice cafe. I like it. Hello. You are living here? This is your house? Oh, very good. You don't need to go to your job. You wake up and you're here. It's very good. This is my dream. Wake up, no need to go. Very good, very good. Это есть кондишка. Очень приятное кафе. Друзья, приходите. Называется Food Monk? Yes. Food Monk. Yes. The name is Food Monk. Oh, very nice. This is like как трава. Светло. Добавили лампочки. Они прямо здесь живут, и здесь у них кафе. И кухня тоже там. И kitchen over there. This maybe who is cooking? Your brother? Mother? You cooking? Yeah, you're cooking. You're okay. Okay, good. Thank you. Все, друзья, буду есть. Это у меня сегодня ужин. Пока-пока. Бай-бай. Вот, друзья, хорошая кафешка. Рекомендую. Приходите. Маленькое, очень вкусное кафе. Еда прямо как домашняя. Ну, потому что он дома живет. Рады, рады. Здесь цирк с обезьяной. Смотрите, обезьяна что-то... очки она украла, конечно же, опять. Вон. Сидит и жрет эти очки. Рады, рады. Рады, рады. Джай Шри Рады. И такое развлечение. Для кого-то горе очки украли, а кому-то развлечение. Телефон она украла. Смотрите, вон она. Телефон в зубах. Ну это каюктик. Телефон у кранты, наверное. Телефон украл. Ничего себе. Сейчас пацан достанет этот телефон.
Очень опасно. У тетушки схватила из кармана прямо телефон. Я не знаю, пацан сможет забрать телефон или нет. Если он найдет его. Похоже, он не может его найти. А, она забрала у нее сумку. Вон, сумку он нашел. А в этой сумке был телефон. Они, когда забирают у вас эту сумку, они все из нее вытаскивают. Из этой сумки. Деньги, там, карточки банковские. Все это рвут, ломают. Вон он, парень, ходит, ищет телефон там. На крыше. Сумка у него в руках, он подбирает все, что в этой сумке было. Разбросала обезьяна по всей крыше. Да. Рады. Похоже, тетушка потеряла смартфон, избавилась от смартфона. Но я же видел, как обезьяна этот смартфон понесла на крышу. А парень не нашел его там. Не нашел. Очень надо внимательно здесь с личными вещами. Люди не украдут здесь, но вот обезьяны украдут легко. Надо палку с собой носить. Вот я не зря палку с собой ношу. Когда они видят, что у вас палка в руках, они не так нападают. Перед тем, как в эту классную маленькую кафешку зайти, друзья, я шел, снимал видео. И у меня эта GoPro перегрелась, показала сообщение, ну, что она перегрелась и выключилась. Я уж испугался, что она вообще сгорела. Но оказалось все нормально. Я в кафешке посидел, там прохладно у него. О, good. В кафешке посидел, она остыла. Я поменял батарейку, и она завелась. Все хорошо. Вот сейчас я поел у этого парня такой большой бургер с котлеткой. Ну, котлетка овощная, естественно, но очень вкусная. И бутылку газировки я взял. Вот этот большой бургер и бутылка газировки. 70 рупий всего. Это меньше $1. Я поел, в принципе, нормально, я наелся. И сегодня я уже не буду есть. Вообще неохота особо есть в такую погоду. На самом деле на улице, ну, бы не сказал, что комфортно, но на улице несколько приятнее, чем дома. Тут ты хотя бы двигаешься, ветерком тебя обдувает. А если дома отключится электричество, и у вас нет там никакого инвертора, то дом разогревается постепенно. Вот, каждый день на улице температура там 45-46, но она в принципе одинаковая, чуть выше, чуть ниже, там на пару градусов. Да, но в доме температура постепенно повышается, потому что дом нагревается. Вот большой дом, стены разогреваются. Каждый день стены все больше и больше нагреваются. И, естественно, они не успевают охладиться за ночь, потому что ночи короткие, и, собственно, ночи они жаркие. Ночи жаркие. А, Рады. Хари Кришна. How are you? I'm fine, thank Good. You go to school? Yeah. Good. Now, no school now, this season. No? Yes. Yes? Yes. It's hot in the school, you feel hot? Oh, AC, fan? No. No? Fan. Oh my God. Okay. Рады. Он малой, пошел домой. Рады. Да, бандер. Я надеюсь, что сейчас камера у меня не отключится опять. Рады. Рады. Инвертор шоп. Я.
Манши Электроник. Манши. Все, уже закат. Время прогулок, кстати. А я вышел чуть-чуть раньше, чем время прогулок. Дядька такой мне что-то показывает на шляпу. Говорит, Бандер, Бандер, типа у тебя обезьяна украдет эту шляпу. Пусть попробует. Рады, 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 рады. किलो फिर ले लो मंदिर बैठो या ड्रेस Харе Кришна. Вышли посидеть с Рокси опять сюда, на наше местечко в коридоре. Видите, друзья? Вот на этот столик, я люблю на нем сидеть. А Рокси любит сидеть здесь на окне, потому что с этой стороны всегда дует ветер. Вот. Нас выключили электричество, опять не было электричества, наверное, часа 2. Сейчас 2 часа ночи, и вот где-то в 12 выключили, и вообще не было электричества во всем Вриндаване. То есть если выглянуть вот так в окно, вот сейчас есть электричество, видно огни, вдалеке огни Вриндавана. А когда выключали свет, то там была просто кромешная темнота. Единственное, что вот луна. Полнолуние у нас сейчас, и вот луну выключают не только в нашем районе здесь, на нашей улице или где-то вот на участке каком-то Вриндавана, а полностью по всему городу. Кромешная темнота во всем городе. Я не знаю, зачем они это делают, может быть, не хватает чего-то, экономят электричество, не хватает топлива или еще что-то. Ну, в общем, ночью выключают надолго. Хорошо, что у нас есть сейчас инвертор, и нам как-то легче. Когда отключают, у нас работает охладитель воздуха, хотя ночью он и не очень эффективен из-за возрастающей влажности, но днем вот отключают меньше. Сюда с Рокси выходим, я ее, видите, у нее шерстка влажная, я просто из бутылки поливаю ее, ей нравится, она не против. И когда вот этот сухой ветер из окна, он очень сильно ее охлаждает. Ну вот так живем как-то. Когда электричество есть, лампочки светятся и нормально. Вчера тоже выключали электричество надолго, ночью. И все индийцы, которые живут в этом доме, а сейчас здесь много индийцев, они просто спустились туда на улицу, вытащили стулья и сидели там на свежем воздухе, потому что дома жарко. У нас с Рокси, по крайней мере, есть инвертор, есть охладитель воздуха и вентилятор. Нам, в принципе, по барабану, что отключают электричество. Выживать за счет этого инвертора. Отличная штука, кстати, здесь в Индии просто необходимая вещь. Да, Рокси? Ну, вот так я наливаю, просто одной рукой наливаю сюда водичку. Вот так вот беру и на Роксичку. Она не против, видите, она чувствует, что ей становится прохладно. Так вот, хорошо, хорошо. Вот эта вода сейчас на шерстке, она охлаждает кошку сильнее, чем кондиционер в комнате. Потому что отсюда поступает сухой воздух с улицы. Вот так.
Так вот Роксичка, видишь, как хорошо. Водичка. Она очень послушная кошка. Другая бы, наверное, возмутилась, что ее мочит водой. Да, не каждая кошка позволит делать с ней все, что угодно. Может, она просто мне позволяет делать все, что угодно, потому что она мне доверяет. Мы с ней уже давно вместе. Видите, она даже облизывает мне руки, когда я мочу ее водой. Когда я смачиваю ее водой, смотрите, она как трется от меня, облизывает руки. Это удивительное, фантастическое существо, магическое. Кошечка. Водичка. Да, вот так вот водичкой грудку. Хорошо, да? Она наслаждается, смотрите. Смотрите на мордочку на эту. Да, хорошо. Вот так. Да, мокрая кошка. У меня вот вода здесь стоит просто всегда. Вот здесь. Что, Роль, пойдем домой, Рокси. Там кондишка работает. Хочешь посидеть? Ну давай посидим. Давай посидим. Малыш, здесь хорошо. Здесь свежий воздух с улицы. О, какая она холодная. Да? Кусь-кусь делает. Она делает кусь-кусь немножко. Ты давно мне не делала кусь-кусь. Давай, кусь-кусь делай. Делай кусь-кусь. Делай. Сейчас опять выключат электричество через какое-то время. Это уже здесь стабильно. Эти периоды. Включено, выключено, включено, выключено. Рокси, пошли домой. Сейчас она потрется о ножки стола, пометит эти ножки и пошла. Пошла, домой пошла. Вот она идет. Идет Рокси. Идет красавица. Надо, конечно, подойти к соседской двери. Здесь наш менеджер живет с семьей. Пошли, пошли домой. Пошли, пошли, пошли домой, пошли, малыш, домой. Немножко погуляли, будем спать. Вот как у меня здесь сейчас, видите, бардак такой немного. Это вот постель, матрас с кровати. Я его убрал, потому что жарко спать на матрасе. Я сплю либо на кровати вот так, без матраса, просто на простыне. А частенько сплю вот здесь на полу, на коврике. Отлично. Сегодня полдня проспал здесь на коврике, напротив охладителя воздуха. Все самое жаркое время я проспал. Этот охладитель воздуха на меня дул сильным потоком прохладного воздуха. И мне приснилось, что я сижу в банке. Пришел по каким-то делам в банк. А там стоит вот точно такой же охладитель воздуха, и он на меня дует. Ладно, будем спать. Оставил Рокси там работающий охладитель воздуха через инвертор. Если выключат у нее электричество, то он все равно будет работать. Смотрите, какая классная, аутентичная вриндаванская стена кирпичная. Вот эта кладка новая, большие кирпичи. Старая древняя кладка, тоненькие, аккуратные, маленькие кирпичики. Это древняя кладка, которая там несколько сотен лет. А вот так вот сейчас кладут. Безобразно. Старую кладку сразу видно, она сделана очень аккуратно, она красивая. Кирпичики один к одному, узенькие маленькие кирпичики. Если увижу такую стену, я вам покажу. Но здесь нету. Это новый район, это не древний район. Вот это все построено уже сейчас. Все вот эти стены, вот эти дома, видите, они построены так. Лишь бы построить, на скоряк. Кирпич, кирпич, кирпич и все. Да. Вообще, конечно, никакой архитектуры. Я смотрю на древние строения, какие красивые дома раньше строили. Сейчас вот они строят даже просто себе дома частные. Вообще никакой архитектуры. Просто куб поставили. Вот если бы я в 3D редакторе, да, там делал какой-то архитектурный проект в Blender там. То есть просто взял куб, на него поставил еще один куб поменьше, сбоку прицепил маленький кубик, вот и весь дом. Вот наш дом, он построен красивым, он был новый, он был прям супер, там наверху вот этот храм. И здесь, в этой деревне, наш дом единственный, у которого есть какой-то стиль. Все остальное
Вот такое. Вот дядечка впереди идет, видите, это саду какой-то. И вот дома начинаются. Вот такие дома. Просто кубы. Кубы, поставленные друг на друга. Никакой задумки, никаких украшений, никаких... Вот, охладитель воздуха только работает. Он очень эффективно сейчас работает. У них там прохладно внутри, без всяких кондиционеров. Да, вот так вот и строят. Просто куб, поставленный на куб. Или там параллелепипед, в котором прорезаны дырки, окна и двери. Вот впереди древний храм. Вон он. Ну храм он какой красивый. Ему 500 лет, но он до сих пор прекрасен. Это архитектура. Но вот эти дома, которые вокруг, и вся Индия на самом деле застроена вот такими убогими домами. Такое красивое место, офигенное место, древнее. И они сделали из него вот такую помойку. Так долго откапывали здесь, археологи это все откапывали. Видите, это находится на несколько метров ниже уровня поверхности сейчас. Потому что это древние сооружения, вот эти все. Их откопали, потом их реставрировали очень долго. Потратили, видимо, кучу денег на это. И превратили в помойку в итоге. Да. В итоге вот такая вот здесь помойка, мусорка. Вот такое отношение к своим святыням. Это же древний гад. Фух. Это ужасно. Приехал я, друзья, в Кришна Баларам Мандир. О, видите? Там все нормально. Куда-то не туда я зашел. Здесь, теперь здесь все эти закусочные, прямо почти что в храме. Потому что здесь идет стройка. Там сзади меня там все перекрыли. И сейчас там стройка. В Гамата-магазине я купил глазные капли. Они классные, мне они нравятся. У меня закончились.
И вот мне дали капли там. Они уже уходили, говорят, все, мы закрыты. Я говорю, пожалуйста, дайте мне капли глазные. И они мне дали капли. Вот. Вот здесь можно зайти в храм. Но там нельзя сейчас снимать, поэтому я туда не пойду. В общем, территория храма сейчас стала в 2 раза меньше из-за стройки. Я не знаю, что они там строят, но, наверное, что-то грандиозное. Вриндаван весь погрузился во тьму, друзья. Вообще весь Вриндаван, нигде нет электричества. Вот всякие большие храмы, типа вот этого, и большие гостиницы, у них у каждого есть своя электростанция. Огромные такие генераторы. Реально своя электростанция вот здесь у храма Искон. Я мимо нее проходил там, когда сюда шел. Там целый дом, электростанция. Генерирует электричество для работы этого храма. Точно так же и у больших дорогих отелей. У них свои генераторы большие, дизельные. Представляете? Здесь вот у них ресторан. Говиндос называется. Здесь кондиционированный воздух. У больших отелей дорогих и у храмов больших есть свои электростанции, а остальные жители Вриндавана погрузились во тьму. Вот сразу после заката это электричество и выключили. Вот, я вышел на улицу из храма. Лампы-то светятся вот эти, которые принадлежат храму, лампы. А там на дорогах Вриндавана темнота полная. Нет даже уличного освещения. Я сюда приехал на своем велосипеде. Хорошо, что у меня есть фонарик. Я ехал по абсолютно темным улицам. Конечно, в некоторых домах горит свет. Это потому, что у них есть инверторы. Вот как я купил, у многих есть инверторы. Здесь, как всегда, жизнь кипит. Есть электричество, нет электричества. У всех есть свои какие-то источники резервного питания. Либо генераторы, либо инверторы. Видите, рынок работает. Но вообще, когда едешь по Вриндавану, это вот самый центр здесь, около Искон. Когда едешь где-то подальше от центра, такое ощущение, что здесь произошла какая-то катастрофа, я не знаю, война или еще что-то. Электричества нету, жара 40, под 40 вечером где-то, да, после заката солнца. Днем 47, а ночью, когда закат, там где-то 40, и потом она медленно понижается до 32, и ниже уже не бывает, чем 32. Ну, на самом деле, здесь самый дорогой рынок. Вот здесь, около Искон. Вот делают это алютики. Да, красивые. Сундар. Везде алютики. Вот это тхокла у парня. Хорошая тхокла. Давайте занырнем в светлую дырочку. Опа. О, как светло. Хорошо. Светло. Ну вот и все. Обошел все, что есть здесь сейчас. Парень арбузы продает, нарезал на пластике, на кусочки и продает арбузы. Люди едят лед. Это лед. Они крошат лед и смешивают его со всякими сиропами сладкими и продают. Получается такой лед. Снег в стаканчике. Да, сейчас мне найти свой велосипед, я уже и забыл, где я его оставил. Сейчас буду искать.